Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же долгожданные перемены вас ждут? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Так. Боже, как вам грустно и печально, ребят. Вот как-то преобладает у вас, знаете, и эмоциональный упадок сил. Вам плохо. Причем плохо из-за женщины. И злость, и печаль. И плюс еще у некоторых может проигрываться, что добавились ко всему этому финансовые проблемы. Ну, то есть женщина, вот, которая была для вас всем, да, была главной для вас, она и сейчас вот как будто вот вашим врагом остается. Вот спустя уже какое-то время может проигрываться, что вы до сих пор, может быть, делите что-то, судитесь, да, не можете найти общий язык. Это может из-за детей даже проигрываться, когда она не дает детей, чтобы пообщаться там, да, как-то, либо же украдкой дает общаться. Ну, то есть она и сейчас, вот, вроде бы это был и близкий человек, но она как будто врагом вашим остается до сих пор. Вас, я могу сказать, да, вроде бы деньги есть, но они вас особо не радуют, потому что рядом половинки у вас нет. Это же вас достало по самое не могу. Вот бывшая, ну, достала до такой степени, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Она даже сейчас вот может проигрываться у некоторых, что даже сейчас вот она вот пьет вашу кровушку и не может напиться. Вот такое ощущение, как будто вот и расстались, а она вот, знаете, как паук свою паутину вот распустил, расплел кругом. И она вот, как паук, да, хочет вас окутать этой паутиной, чтобы у вас покоя не было, чтобы жизни не было. Вот эти вот свои щупальца осьминога она тянет к вам до сих пор. Это может быть и какая-то пакость, это может быть специально какая-то нервотрепка, да, это могут быть звонки, там, СМС, ну, то есть такие моменты, которые вроде бы и чепуховые, но человек может искать под любым предлогом, чтобы поссориться, вот сделать вам больно, какую-то колкость, пакость. Ну, то есть вот отголоски прошлого еще могут у вас проигрываться. Так, что еще у вас происходит? Коротко сейчас смотрим, почему же у вас все так. Вот у вас вроде бы единственная отрада деньги, но они вас не радуют. Вот я вам могу сказать, что вроде бы и деньги есть, а счастья нету. Вот нету счастья именно после вот этой вот вашей терминаторши. Вот она настолько вас достала и доставала, вот пока вы с ней были, да, что вы уже, наверное, вот ничего не боитесь в этой жизни. Вот вы такую школу прошли, школу экстрима, школу жесткости, школу боли и разочарований, что реально вас уже, наверное, ничем не удивишь и не испугаешь, это точно. Вы даже, может быть, еще довольно жестче стали по жизни. Вот это ваше расставание, оно вас могло даже закалить. Да, вы сделали некий такой самоанализ. Вы, возможно, даже сделали какую-то работу над ошибками. Но это вам послужило тоже уроком. И теперь, я думаю, в прежних, вернее, в будущих ваших отношениях вы будете немного по-другому себя вести. Ну, хотя сейчас не об этом. Но довольно непростой период вы прошли, что я же говорю, вот сейчас у вас единственная отдушина, да, деньги есть, можете себе что-то купить, там позволить, может быть, даже то, что раньше не позволяли. Но как-то не хочется особо, ну не радует, да, вот. Когда не ладится и личная жизнь, если еще и бывшая нервы мотает, ну как-то вообще достало все и вся, да, умчать на край земли и забыться. Итак, что же будет у вас дальше? Какие же перемены вас ждут? Такие долгожданные перемены. Так, смотрите. Вот сейчас вот вы находитесь в таком состоянии, что я бы сказала вам, ну, особо не до отношений.
Потому что у кого-то еще это свежие раны, да, у кого-то еще не переболела, не отболела. Плюс, если бывшая достает, ну, то есть как-то не до отношений. Совершенно. У некоторых может еще проигрываться, что в работу ушли с головой, чтобы отвлечься. Но смотрите, вы сейчас, то есть, ну, абсолютно как-то, ну, не настроены на то, чтобы вот прям серьезные отношения заводить. Да, на уровне мыслей это можно. Но чтобы сказать, что вы, допустим, внутренне готовы, я не могу. Но тем не менее, через какое-то время в вашей жизни очень неожиданно появится женщина. Причем она просто ворвется в вашу жизнь. Причем будет момент, когда либо же у вас настроения не будет, либо же, ну вот как сейчас, вот у вас может быть даже такое упадническое, да, какое-то настроение, никому не верю, ни во что не верю, может одному остаться, вот эти вот сомнения, колебания, да. И в это время появится женщина. У каждого это будет свой отрезок, да, у кого-то раньше, у кого-то позже, да. Опять же, женщина моложе вас, смотрите, описываю, слушайте и запоминайте. Моложе вас, но женщина такая, знающая себе цену. Не надо только мне писать, что это снова бывшая и все такое. Нет, это не бывшая, это другая женщина. Смотрите, она хоть и молодая, но у нее тоже вот такой вот богатый жизненный опыт. Она много чего повидала. Мы сейчас не будем рассматривать, чего именно. Ну, то есть она довольно умная, она логичная, она хороший работник. Из таких женщин хорошие управляющие получаются. Она ухоженная, она любит ухаживать за собой, она любит, когда ней восхищаются. Ну, в принципе, это ну, практически все женщины, наверное, любят. Но она хоть и молодая, но я не могу сказать, что она такая простушка-дурнушка. У нее был довольно сложный период в жизни, очень сложный, когда она думала, что уже все, да, вот как бы тоже такое, ну вот сродни вашему, может быть, такое депрессивное состояние, когда ничего не хочу, не могу, не буду. Но, тем не менее, она выкарабкалась, причем победительницей. Она сама себя подняла, она вот, знаете, как птица Феникс восстала из пепла, да. Женщина, которая, ну я не могу сказать, что она прям богачка, нет, у нее средний достаток, но она их тратит с умом. Она не живет как-то легко играючи, вот она больше серьезная все-таки, для серьезных отношений, и она нацелена на серьезные отношения. Так, что же будет происходить, вот когда вы познакомились, какие у вас будут с ней отношения, такие долгожданные отношения? Так. Вот знаете, будет какой-то период, как-то вот интересно получается. Вот вы познакомитесь, да, но такое ощущение, что вы оба будете не готовы на тот момент. Вот познакомитесь, очень неожиданно познакомитесь. Но вот сначала не будет тех страстей, которые вот в обычных, в нормальных отношениях бывают. Вы пересечетесь, да? Я интригу держу. Кто меня смотрит, знает. Я не буду больше говорить, кто где знакомится. Пусть будет интрига. Никого не программирую. Смотрите, вы познакомитесь, пообщаетесь, может быть, по-дружески, может быть, даже и посидите в кафе, там, ну, такие платонические свидания, чисто дружеские. Потом прекратите общаться на какой-то период. Ну, как-то, вот знаете, свои пути, дорожки разойдутся. У каждого своя жизнь, настроение немного не то. Хотя она вам понравится. Вот именно внешне, там, да, фигура, вот в общении она понравится. Но поскольку у вас такое вот настроение не очень такое романтичное, то вы особо планово не будете строить поначалу на тот момент, вот на момент знакомства. У нее точно так же. Вот она еще на тот момент знакомства не очень отойдет от своих вот переживаний. Да, она вроде бы и восстала из этого всего, она выскользнула из этой депрессии, но все равно какая-то грустинка в душе еще осталась. Поэтому, смотрите,
Вы познакомитесь, да, там какое-то может быть одно, два, три свидания, там, ну, чисто дружеские, может быть, пересечетесь где-то, да, но это будет все равно не то, это будет абсолютно не романтик. Через какое-то время вы снова пересекаетесь, да, это может быть где угодно, это случайная встреча, да, а если это, допустим, у кого с работой еще будет связано, так это вообще вы можете и часто пересекаться. Но вот в определенный момент вы пересечетесь, и как будто, знаете, вы взглянете друг на друга другими глазами. Вот она из такой вот строгой, серьезной, может быть, такой снежной королевы, да, вот как будто посмотрит по-другому. Вы же, в свою очередь, тоже, вот, знаете, оцените ее после такой небольшой паузы в вашем общении. И здесь уже, вот именно после вот этого нового вашего соединения, если это можно так назвать, у вас начнут кипеть страсти. У нас дьявол выпал, да? И вот здесь уже у вас начнется и романтик, и начнется вот эти все ночные разговоры, переписки, когда ждешь с нетерпением звонка, когда мчишься на свидание, когда считаешь минуты до встречи. Ну, то есть вот эта пауза, которая у вас была, она вам пойдет на пользу. Потому что мало того, что ваши вот эти вот переживания о прошлом уйдут, ну, немного поулягутся. Понятно, что полностью ничего не уйдет, память выключить невозможно. Это и у вас, и у нее. Это определенный этап, это определенный отрезок жизни, который ну никак не выбросишь. Ну абсолютно никак его не выбросишь. А здесь вот, да, вы там, пусть не, ну, недолгий период. Я не буду браться, да, описывать, это у кого неделя, у кого две, да, потому что это общий расклад. Но это недолгий перерыв в общении будет, после которого вот абсолютно новое восприятие у вас обоих будет. Абсолютно по-новому взглянете. Начнут кипеть страсти. Причем это все приведет к тому, что у вас начнутся, завяжутся вот именно те любовные отношения, о которых вы оба мечтали. Просто вот именно почему я говорю, что довольно часто люди делают ошибку из одних отношений, прыгая в другие, да. Это большая ошибка. Нужно отболеть, отгоревать, да, вот я много раз уже в своих видео это говорила. Не нужно из одних отношений в другие. Точно так вот и у вас. У нее своя трагедия, да, с мужчиной, проблема, да, проблемные расставания были. Точно так вы еще не отошли на тот момент, когда познакомитесь. А вот пауза, она вам даст и успокоиться. Пауза даст, может быть, подумать, да, может быть, даже друг о друге подумать, что-то вспомнить, какие-то моменты из ваших разговоров, из вашей встречи, да. И поэтому это довольно важно. Вот такие паузы, они очень важны на самом деле. Особенно для тех, кто еще не забыл своих прежних людей, прежних, ну, половинок своих, так сказать. Поэтому смотрите, довольно такая вот серьезная женщина в вашу жизнь идет. Но опять же, не нужно самому себе мозг выносить, не нужно сомневаться, потому что очень часто люди, которые пережили измену, тем более, да, предательство, они сами себя накручивают, сами не доверяют, да. Но вы же понимаете, что если вы не будете доверять партнеру, новому партнеру, ну какой смысл тогда связываться? Поэтому лучше вот закончились отношения, переждите. Пусть это у кого-то это месяц, у кого-то два, кому-то может быть год нужно. Но тем не менее ваши эмоции улягутся, как-то все в голове, это все уляжется, не будет этих мыслей о прошлом, страданий, вот этих всех очарований о бывшей. И тогда вы сможете уже спокойно, да, со спокойной душой начинать новые отношения, когда именно успокоитесь. Поэтому смотрите, женщина довольно интересная, женщина непростая, с непростой судьбой, как и у вас, но все-таки нацеленная на серьезные отношения. Это не какая-то там одноразовая девочка, простушка, дурнушка, нет. Как итог у нас выпала карта Солнца, карта счастья, гармонии, любви. То есть ваш этап, жизненный этап,
который полон счастья, гармонии, любви, он только начнется. Он еще впереди, да. И если у вас сейчас опускаются руки, если вам ну, ничего не хочется, никого не хочется, поверьте, это временно. Многие люди через это проходят. Особенно, когда предают, когда делают больно. Через это проходят миллионы людей. Но жизнь продолжается, настроена на позитив, и все у вас будет хорошо. Чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!